Привет! В этом видео покажу, как сделать стильную анимацию разрезания текста в After Effects. Такой эффект отлично подойдет для титров, интро и других твоих проектов. Все просто, используем только встроенные инструменты AE. Файл проекта, пак со стильными текстурами и футаж для этой композиции в моем телеграм-канале, ссылка в описании. Погнали! Итак, переходим в After Effects. Создаем новую композицию 1920 на 1080. 30 кадров, длительность 3 секунды. Создадим текст. Выровняем его по центру, для этого перейдем в панель Line. Я напомню, что если вы не можете найти какую-либо панель, то ее можно открыть во вкладке Window. Здесь находится список всех панелей доступных. Переходим в панель Line и нажимаем выравнивание. По центру, по вертикали и по горизонтали. Теперь наш текст находится в центре композиции. Размер и цвет текста я оставлю как есть. Далее закидываем наш текст в прекомпозицию, Ctrl-Shift-C, назовем ее текст. Далее нарисуем маску, которая будет являться границей нашего среза. Для этого я выберу инструмент Pen Tool. Обратите внимание, чтобы слой с текстом был выбран. И нарисую маску. Подкорректирую ее положение. Далее дублируем этот слой. Выделяю слой, Ctrl-D. Выбираю нижний слой и, выбрав инструмент Selection Tool, я нажму горячую клавишу V. Выберу маску. И мне необходимо выбрать верхние две точки маски. Вот таким образом мышкой. Либо это можно сделать, выбрав одну точку и зажатым шифтом выбрать вторую точку. Далее, зажав левой кнопкой мыши вот эту границу, я перетягиваю ее вниз. Таким образом у нас есть верхняя часть текста и нижняя часть текста. Теперь давайте зададим геометрию нашего разреза. Для этого я выберу вот эту точку и чуть-чуть опущу ее. И на этой стороне тоже опущу, но не так сильно. Чтобы он имел вот такую клинообразную форму. То есть здесь шире, здесь идет на сужение. Можно еще немного сузить. Теперь выберем верхний слой и применим на него эффект Drop Shadow. Дистанцию поставим 25, мягкость 60. Чуть-чуть изменим направление тени и увеличим непрозрачность. Пусть будет 70. Давайте увеличим дистанцию еще. Вот мы видим, уже появился небольшой объем. Сейчас, если мы отключим наш черный фон, то мы увидим, что тень есть только на верхнем слое, а нижний слой, он как бы плоский получается, выглядит не очень симпатично. Давайте исправим это. Мы можем копировать нашу тень с верхнего слоя, Ctrl-C, и Ctrl-V вставить ее на нижний. Здесь она более сильная, я хочу ее немного убавить. Я убавлю дистанцию на 25. Мягкость на 60. И значение непрозрачности снижу до 50. Поставлю 60. Вот так выглядит лучше. Давайте вернем. Далее, чтобы анимировать сам разрез, давайте скопируем еще раз нашу композицию текст. Ctrl-C, Ctrl-V. Откроем свойства маски. Выберем маска. Выберем маску и удалим ее, нажав Delete. Также с этого слоя удалим эффект Drop Shadow. И на этот слой применим эффект Liner Wipe. Liner Wipe — это линейный переход, то есть некая такая шторка, которая анимируется по направлению. Чтобы продемонстрировать, как работает этот эффект, я отключу пока наши слои с текстом. Создам здесь новый Solid, пусть он будет синего цвета. И применю на него эффект Liner Wipe. Теперь, если я буду изменять этот параметр, то мы увидим, как работает этот эффект. То есть он таким образом просто стирает как бы слой. Можно задавать направление этой шторки и, соответственно, также анимировать. И третье значение — это мягкость вот этой границы. Надеюсь, понятно. Итак, мы удалим этот слой, выключим прозрачность слоя и включим обратно наши слои с текстом. И мы теперь будем анимировать этот параметр. Давайте перейдем на 20 кадр. Выберем наш слой и нажмем часики для анимации этого параметра. Я выделю слой, нажму горячую клавишу U, чтобы увидеть наши ключи. Перейду на секунду вперед и изменю этот параметр
до 100%. Итак, мы получаем вот такую анимацию. То есть верхний слой со сплошным текстом исчезает слева направо и показывает нам нижние слои, на которых мы заранее настроили маску. Давайте вернем, чтобы нам было видно наш лайнер Vibe. Например, вот сюда. И мы видим здесь такую четкую границу. Давайте выберем слой и добавим размытие этой границы. Думаю, 10 будет достаточно. Теперь выберем ключи. Нажмем горячую клавишу F9. Откроем график. Выберем наши ключи и изменим кривую. Я сделаю вот так. И давайте посмотрим, что получилось. Выглядит прикольно, но давайте еще немного оживим нашу анимацию. Для этого я выберу нижний слой, открою параметр позиции, нажав клавишу P, активирую часики, перейду на 10 кадров вперед и смещу слой с нижней частью текста на несколько пикселей вниз и несколько пикселей вправо. Вот таким образом. Также выберу эти ключи, нажму F9, перейду в график, выберу и подтяну график вот до такого вида. Посмотрим. Выглядит уже интересней. Можно немного ускорить. Чтобы композиция выглядела более законченной, давайте добавим фон. Я перейду в окно Project и импортирую сюда текстуру. Это текстура, которая имитирует царапины на металле. Закину ее в нашу композицию. Нажму кнопочку S и немного уменьшу размер. Мы видим, что она у нас вот здесь имеет такой красный оттенок. Я хочу от него избавиться. Для этого я выберу этот слой и применю эффект Tint. Он позволяет перекрасить наш слой в оттенки, которые мы хотим. То есть, например, на данный момент здесь выбран черный и белый цвет. Если я, например, хочу создать картинку в стиле такого сепия, то я могу выбрать здесь какой-то темно-коричневый. И здесь, например, немного тоже такой какой-то кремовый. Тогда мы получим уже вот такие оттенки. Ну и так далее. Я выберу здесь черный цвет. И здесь не совсем белый, а чуть-чуть уведу его вниз, чтобы картинка стала более темной. Также я применю на него эффект Brightness и контраст. Немного снижу яркость и добавлю контраста. Вот на таком варианте, я думаю, мы остановимся. Также я нашел еще другой футаж. Давайте мы заменим наш фон на видео. Перейдем также в окно Project. И я выберу вот этот футаж. Данный футаж и пак с такими текстурами вы сможете скачать в моем телеграм-канале. Ссылку я оставлю в описании. Итак, отключим наш фон с царапинами и перекинем сюда видео. Теперь нам нужно подобрать момент, когда начинается разрезание текста. И чтобы положение меча в этот момент соответствовало уже вот этому разрезу. Давайте подберем этот момент. Я думаю, где-то вот здесь. Вот здесь, наверное. Поставлю маркер. Давайте посмотрим. Ну, выглядит прикольно. Если было полезно, ставь лайк и подписывайся. Впереди еще больше графики и эффектов. Все материалы и проект доступны в телеграм-канале. Ссылка под видео. Спасибо за просмотр и до встречи в следующих роликах.